Сегодня делаем якорную кованую цепь. Расчеты на это и другие виды плетений есть в приложении «Цепилогия». Ссылка на него на главной странице канала, информация в описании к видео. Я рад приветствовать вас на Цепилогии. Начинаю изготовление цепи с намотки плотной спирали с коэффициентом 2,1. Разрезаю спираль лобзиком на отдельные кольца. Подготавливаю кольца к прокалке. Смачиваю флюсом и прогреваю до бледно-красного цвета. Половину колец нужно закрыть, оставляя зазор 1,2 мм. Запаиваю все сведенные кольца. Собираю отрезки цепи по 3 кольца. Запаиваю центральные кольца на собранных отрезках. Соединяю отрезки из 3 колец между собой.
Таким образом, собираю всю цепь. Проверяю звенья на качество пайки и зачищаю швы абразивной резинкой. Явных наплывов припоя быть не должно. Теперь звенья нужно слегка заовалить. При этом шов подворачиваю под соседнее звено. Для калибровки звеньев цепи буду использовать фильерную доску с квадратными отверстиями. Особое внимание уделяю последнему звену, потому как при протяжке оно может стать поперек фильеры. После калибровки длина цепи увеличивается в 1,2 раза. Зашкуриваю мелкой наждачкой, чтобы сгладить получившиеся грани после калибровки. Устанавливаю на вальцы короткие ролики. Для обеспечения необходимого зазора между роликами использую кольцо из проволоки на 1/2 больше, чем проволока для изготовления цепи. Ролики для проката могут быть гладкими, либо иметь какую-либо фактуру или рисунок. Я использую фактурные ролики. Фиксирую ролики торцевым болтом. Прокатываю каждую сторону цепи с постепенным поджатием валов. Длина цепи после прокатки увеличивается в 1,1 раза. Во время процесса следим за первым и последним звеном, так как только они могут иметь смещение при прокатке. На этом все. До встречи на цепилогии.